22 сентября, 1400 год. Хоббитон, Шир, Средиземье. Место, где жили и трудились хоббиты уже много сотен лет. Среди хоббитов не было ни великих воинов, ни великих мудрецов. Их устраивало, что большой мир не замечал их, а они его. Но, как известно, всему когда-то приходит конец. Внезапный стук в дверь. «Фродо! Дверь! Ну где этот мальчишка?» Фродо Бэггинс, хоббит, который волею судеб стал хранителем Кольца Всевластия, принадлежащее темному властелину Саурону. Фродо гулял по лесу, когда услышал немного напевающий, знакомый голос. Отзыв доносился со стороны дороги, и хоббит, недолго думая, направился туда. Гендальф Серый, мудрый и могущественный волшебник, один из последних мастеров магии в Средиземье. Чародейский посох обладает мощными магическими свойствами, усиливающие своего владельца. Ты опоздал. Маг не приходит поздно, Фродо Бэггинс. И рано тоже не приходит. Он появляется в то время, когда положено. Фродо и Гэндальф были знакомы давно. Их встречи всегда приносили много радости обоим. Я не пропущу день рождения твоего дяди Бильбо. Этот день приносит много хлопот. Он, наверное, пригласил половину Шира. Я думаю, сейчас он в Бэк-Энде. Давай направимся туда. Мне как раз сейчас в ту сторону. Общаясь во время прогулки по Хоббитону, за Гэндальфом и Фродо увязалась местная детвора. Они хотели, чтобы Гэндальф показал им пару ярких фейерверков. «Гэндальф, я рад, что ты вернулся». По мере приближения двух путников к Бэк-Энду, Фродо, попрощавшись с Гэндальфом, направился помогать организовывать праздник, а волшебник продолжил путь к дому старого друга Бильбо. По прибытию в Бэк-Энд Гэндальф постучался в дверь. Из дома раздался ответ. «Нет, спасибо. Хватит с нас гостей, поздравлений и дальних родственников. А вдруг пришел старый добрый друг? Гэндальф? Бильбо Бэггинс, рад тебя видеть. 111 лет. Даже не верится. Ты не постарел ни на день. Давай, входи, милости прошу. Чаю или чего-нибудь покрепче?» Немного пообщавшись о былом, Гэндальф поинтересовался у Бильбо, что он думает делать дальше. «Я хочу снова увидеть горы, Гэндальф, а потом найти себе тихое местечко». «Значит, ты хочешь до конца следовать своему плану?» Да. Все идет как надо, все давно готово. Фродо что-то подозревает? Он очень любит тебя». «Я знаю. Он пошел бы со мной, если бы я позвал. Но я думаю, сердце Фродо слишком привязано к Ширу. Я стар, Гэндальф. Мне нужен отдых. Я не думаю, что вернусь. Признаюсь тебе, я и не хочу». Во время их разговора Гэндальф заметил, что Бильбо ведет себя немного странновато, нервозно, возможно, даже дергано, постоянно пытается что-то нащупать у себя в кармашке жилетки. Бильбо Бэггинс, дядя Фродо Бэггинса, некогда герой собственного приключения, ныне пожилой и усталый хоббит. Кольцо Всевластия – артефакт, который развращает своего владельца, создан темным властелином Сауроном с целью поработить свободные народы Средиземья. А тем временем наступил вечер. Жители Хоббитона собрались на местной поляне, подготовленной для празднования дня рождения Бильбо. Все веселились, танцевали, трапезничали. Гэндальф развлекал всех своими фейерверками. Веселье шло в самом разгаре, когда гости попросили выступить виновника торжества.
Сегодня мой 111-й день рождения. Увы, 111 лет – это слишком мало, когда живешь среди таких чудесных и славных хоббитов. У меня есть дела, по-моему, я долго их откладывал. В этот момент Бильбо немного замешкался. Он что-то достал из кармана и завел руки за спину. С грустью сообщаю вам, что ставлю точку. Я ухожу от вас. Позвольте тепло с вами проститься. Прощайте. После сказанного Бильбо исчез, мгновенно пропал, чем сильно удивил всех присутствующих, особенно Гэндальфа. Почти все на празднике восприняли эту выходку как шутку и продолжили веселиться, но Гэндальф насторожился. Зная план Бильбо, он направился к бэк-энду. Как и ожидал Гэндальф, в бэк-энде был Бильбо. Он уже собрал все необходимые вещи для того, чтобы начать свое очередное путешествие. Похоже, мгновенное исчезновение с праздника ты считаешь остроумным поступком? Брось, Гэндальф, ты видел их удивленные лица? В мире много волшебных колец, Бильбо Бэггинс, и ни одно из них нельзя использовать легкомысленно. Это была просто шутка, хотя... Наверное, ты прав, как всегда. Ты присмотришь за Фродо, да? Я оставляю ему все, Гэндальф. А как насчет твоего кольца? Его тоже оставишь? Да, оно в конверте там на камине. Нет. Постой, оно в кармане. Вот оно. Странно, правда? Да, хотя почему нет? Надо сохранить его. Теперь, когда пришло время, я не могу расстаться с ним. Оно мое. Я нашел его. Моя прелесть. Гэндальф знал, что ничего хорошего из этого не получится. Он увидел, что Бильбо не может расстаться с кольцом. Вдруг голос волшебника стал куда страшнее. Он попросил довериться ему и оставить кольцо. Немного помешков, Бильбо наконец принял волю Гэндальфа. Ты всегда был прав, Гэндальф. Кольцо нужно передать Фродо. Уже поздно, путь не близкий. Я знаю, что все будет хорошо. Так оно и будет, мой друг. До свидания, Гэндальф. До свидания, дорогой Бильбо. До новой встречи. И в ночной тишине, немного напевая, хоббит направился в свое очередное путешествие. Войдя в бэк-энд, Гэндальф попытался прикоснуться к кольцу, но сразу же откинул свою руку. Его испугали возникшие при этом действии видения. Волшебник был в замешательстве, ему нужно было все это обдумать. Загадки в темноте. Бильбо, Бильбо! Он ушел, да? Он часто говорил об этом. Я не думал, что он решится. Гэндальф? Бильбо ушел, отправился жить к эльфам, оставил тебе бэк-энд и вот это кольцо. Кольцо теперь твое, спрячь его подальше. После сказанного Гэндальф собрал свои вещи и направился к выходу из дома. Куда ты? Нужно кое с чем разобраться. Вопросы требуют ответов. Но ты только приехал, я не понимаю. Я тоже. Храни кольцо в тайне. В ночной тишине, укутанный в плащ волшебник, ушел в неизвестном направлении. А тем временем где-то в землях Мордора. «Не надо! Нет!» Под адскими пытками некое существо выдает два слова. «Шир! Бэггинс!» Знак, поданный в Мордоре, был настолько яркий и мощный, что был виден очень далеко. Он не мог не привлечь внимания. Что это было? Не может быть!
3434 год второй эпохи. Запись об Исильдуре, великом короле Гондора, и обретении кольца власти. Оно досталось мне, единое кольцо. Оно должно стать реликвией моего королевства. Судьба всех моих наследников будет связана с его судьбой, ибо я страшусь причинить кольцу вред. Я нахожу в нем необъяснимую прелесть, хоть и заплатил за него великой болью. Надпись на ободке начинает пропадать. Письмена, которые поначалу горели как пламя, почти исчезли. Теперь эту тайну может поведать только огонь.